А перед началом ролика хотел бы посоветовать канал Максим. Пацан снимает реально качественный контент, интересные видосики. Ссылка будет в описании под видео. Советую заглянуть, заценить. А мы продолжаем. Приветствую всех спортсменов на моем канале, меня зовут Никита, и в этом выпуске мы поговорим о тренировочной маске, разберем все ее плюсы и минусы, для чего нужна, как в ней тренироваться, действительно ли она улучшает пороги нашей дыхательной системы или это маркетинговый ход. Ну а самое главное, это будет мой эксперимент, в котором я буду отслеживать свои результаты выносливости в различных упражнениях. Надеюсь, гипоксия меня не сломит. День первый, и с сегодняшнего дня я начинаю тренироваться с маской ежедневно. Пока не знаю, как будет реагировать мой организм. Сильно закрывать фильтра на первой неделе я не собираюсь. Буду тренироваться, наверное, на первом или втором. Ну а дальше уже посмотрим. Вчера потренил с ней на площадке, немного поигрался с режимами. И могу сказать, что маска очень интересная. Я расскажу о ней более подробно в ходе. И да, кстати, о моем тренировочном плане. В первую очередь у меня будет бег. Так как интенсивный бег требует выносливости, для чего и предназначена эта маска, кстати. Далее будем проводить небольшую тренировочку на площадке. Да, так как маска заставляет вас больше концентрироваться на своем дыхании во время тренировочного процесса, что очень важно в силовых нагрузках. Посмотрим, буду ли я вообще прогрессировать, так что погнали тренить. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Until I broke the rules, my life destroyed, life destroyed. Until I reach out, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Фух, капец, кислород. В общем, пробежался где-то около 3 километров. И поначалу я не скажу, что были какие-то ощущения, но маска особо ничего не чувствуется. После 2-го километра уже начал терять ритм дыхания, сердце начало биться быстрее. В общем, я уже дома, сейчас атакуем первый прием пищи, и давайте-ка поговорим о самих ощущениях после тренировки в этой маске. Как по мне, эту маску можно сравнить с использованием каких-либо утяжелителей, так как без нее потом уже выполнение каких-либо упражнений даются легче. Тренируясь в самой маске, прокачиваются все мышцы, участвующие в дыхательном процессе. А это почти все мышцы глубоких слоев межребер. У организма появляется возможность подключить все резервы, которые не активируются в подобных стрессовых ситуациях. Питание тканей у нас производится не кислородом, как обычно, а за счет большего количества сосудов, питающих наши ткани во время тренировки. Но не подумайте ничего плохого в гипоксии, которая происходит в нашем организме, когда мы тренируемся в этой маске. Благодаря таким ограничительным тренировкам давно показано и доказано, что лучше питается сам организм и мозг в такой ситуации. Ну ладно, на словах-то все красиво, посмотрим, как будет это все в действительности. Утреннее вещание 7-го дня, и сегодня у нас непростой день, потому что с сегодняшнего дня у нас открывают залы в стране. Я надеюсь, что мы сегодня успеем уже потренить зальчики с маской. Расскажу, как я планирую восстанавливаться. Думаю, за пару месяцев сделать проходку на 80 килограмм на брусьях. Ну а там уже, может, улетим
в пауэрлифтинге. Но про прогресс, я думаю, еще пока рано что-то говорить. Километраж у меня увеличился. Скорее всего, я просто увлечен бегом в маске, и километраж мой уже потихоньку начинает меняться. Поехали. В общем, оформим сейчас третий прием пищи. Здесь около 800 калорий. Идем сейчас на почту, пришла одна очень интересная посылка. Ну и уже полетим в зал. Ну, короче, насчет тренировочного плана, сегодня будем делать тренировку в стиле full body. Думаю, протренироваться так недели 2-3, а можно переходить на обычный свой сплит, то есть понедельник грудь трицепс, вторник среда бицепсы и пятница плечи ноги. И потихоньку добавлять уже тренировки с дополнительным весом по 30% от моего максимума. Разберем на примере брусьев. В первую неделю я буду заниматься 20 килограммами, дальше последующие недели я буду прибавлять по 7 килограмм, то есть по 10% от моего максимума. Итак, попытаемся выйти на проходку 80 килограмм. Поехали. В общем, закончил тренировку, как и планировалось. Конечно, большой акцент на руки. Ну ладно, ничего страшного. Знаете, что идет очень сильная потливость. Тренировка вышла не такая уж и плохая. Было неплохо поэкспериментировать с маской в зале. На последующие дни я уже буду комбинировать. То на улице, то в зале, как будет складываться обстоятельства. Тренировочная маска. Также ее называют тренажером для легких, представляющая собой намордник с многоуровневой системой клапанов, затрудняющая поступление кислорода. А сами клапаны позволяют регулировать нагрузку на дыхательную систему. Маска подходит для разных видов спорта, где требуется выносливость. Кроссфит, бег, фитнес, боевые виды спорта и так далее. Но принципы тренировок для всех одинаковые, так что давайте поговорим о ней поподробнее. В 2016 году американские и немецкие ученые провели исследования на двух группах атлетов. Одна тренировалась в масках, другая без них. Согласно результатам, маска не создает эффекта высотных тренировок, но использование маски может улучшить ряд физиологических параметров, таких как вентиляционный порог. Первая группа занималась в маске в течение 6 недель с максимальным ограничением поступления кислорода. Вторая работала также в маске на среднем уровне, ну и контрольная в обычном режиме, не используя маску. Все выполняли одну и ту же интенсивную работу в течение 6 недель. По истечению этого срока у группы, тренирующейся с максимальным уровнем, было отмечено значительное снижение частоты пульса при выполнении тех же объемов силовой работы, что и прежде, а также снижение уровня субъективного восприятия нагрузки. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что хотя исследования данного приспособления продолжаются, при разумном подходе к использованию тренировочной маски, особенно при выборе максимального режима, способна давать вам ряд преимуществ в дальнейшем, в частности повысив производительность и выносливость. А теперь поговорим о плюсах тренировочной маски. Увеличение объема легких, укрепление дыхательных мышц, укрепление диафрагмы, улучшение легочной вентиляции, но и минусы, о которых умалчивают производители. Не имеет условий высокогорья, не повышает МПК, не улучшает усвоение кислорода в мышцах, может быть опасно начинающим. Ну и вот еще один интересный факт. Концентрация гормона роста в сыворотке крови после физической нагрузки была значительно выше в гипоксической группе, чем в нормоксической группе, как на первой, так и на последней тренировке. То есть у группы, которая тренировалась с маской, эти данные свидетельствуют о том, что тренировка гипоксического сопротивления вызывает большую гипертрофию мышц, связанную с более высокой секрецией гормона роста. То есть нам уже не придется тренироваться по 2-3 часа, а достаточно 30, а то и 60 минут, чтобы утомить свой организм.
вот уже настало 14 день эксперимента, прошло уже 2 недели, как я тренируюсь с маской. По сути, пока ничего обычного не замечаю. Сегодня уже буду усложнять себе работу, буду работать на третьем фильтре. Надеюсь, что проработаю все 5 в начале тренировки с бега. А уже посмотрим, буду, наверное, снимать масочку. Потому что я уже заколебался в тренинг. Хочу уже просто. В общем, подходим к зальчику. Сегодня я не один. Really, nigga? Сегодня у нас будет интересная тренировочка с вот этим хорошим человеком. Ну инсту он укажет, конечно. По-любому укажем. Тебя ищет, да? Сейчас сразу. Да есть же. Мы взяли этот вес на 10. Расскажи, что у нас сегодня будет. Соточка будет, соточка, блядь. Нет, короче, Жиме сегодня соточка будет. в жиме будет соточка на раз. Я надеюсь, что мы пожмем и не прогнемся под ней. Делать, короче, самое главное сделать это выгиб, чтобы я мог под тебя лечь. Если что, я смог тебя страховать. Главное, чтобы жопа лежала. Жопа стоит, так неудобно. На камеру трясет, да, немного? Да нет, все После нормально. масочки там, блядь. Че, ну сколько? 65 грамм? 110. Когда на штанге 60, он делает 110. Третий подход. Ну надо, блядь. Мышцы все равно, блядь, Под конягу давай. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Ребята, там, блядь, на своей волосинке от моей грыжи. Понимаете, да. Работа. Вторая дисциплина будет у нас становая тяга. Начинаем с 60 килограмм. Я просто сам ни разу не делал, блядь. Я, блядь, Начнем. еще тот перец, который, блядь, жму нахуй 105, я стану еще ни разу не делал. Да. Ну все, кто много жмет, тот много тянет. А кто много тянет, тот мало жмет. Все. Главное приседать охуенно. Поехали. Вот это с Пристином проблема, да.
В общем, что могу сказать по поводу прошедшей тренировки? Так как я решил немного видоизменить свой сплит прежний, по которому я тренировался, соответственно, тренируюсь уже по нему, мы решили сделать такую небольшую проверку силовых, и регресс, конечно же, присутствует. Ну так вот, на жиме лежа я пожал 100 килограмм, Турчик пожал 105, на становой мы оба потянули по 100 килограмм. Ну и присед, конечно, тоже разочаровал, его не стал вставлять. В принципе, дело времени, нагоним силовые, ладно. Но я продолжу свой эксперимент. Наверное, увидимся уже на 25-м дне. Ой бы, я про концовку забыл. Ну что ж, ребят, вот и подошел к концу мой эксперимент с тренировочной маской. Так как о всем, что можно было рассказать, я уже вам рассказал. В принципе, не хочу затягивать этот ролик надолго, и давайте уже будем подводить итоги. Расскажу со своей точки зрения не то, что там заявляет производитель, а что почувствовал конкретно я за время использования этой маски. За все время тренировок в маске я, наверное, не учел один фактор, то, что нужно было добавить какой-нибудь единоборственный процесс, чтобы улучшить свои показателей и еще и в них. Но результаты этого эксперимента, который я провел с бегом и тренировками, меня в принципе удовлетворили. Да, маска загружает вашу дыхательную систему, и это несомненно плюс, чтобы тренировать свою выносливость. Экстра выносливым я не стал, но все же сдвиги есть. В принципе, стоит ли покупать эту маску, если вы хотите разнообразить свой тренировочный процесс или занимаетесь целенаправленно, чтобы улучшить эффективность своей скорости, например, те же самые легкоатлеты, либо те занимающиеся единоборствами. Кстати, новую разницу на разных платформах на эту маску вы видите на своих экранах. В принципе, очень интересная штука. Это никакая не реклама, лично мое мнение и мой отзыв по поводу использования этой маски. Пользуясь этой маской, вы вдыхаете кислород намного жестче, чем при обычном дыхании. То есть, используя маску, реально в течение какого-то времени вам становится дышать намного легче. Конечно, нельзя назвать это минусом, наверное, больше плюсом, что можно регулировать закрытие клапанов, то есть фильтров. Можно выставлять саму себе сложный, очень огромный. Ну вот, в принципе, и все. Маска работающая, маска стоящая, и все, кто хотят разнообразить свой тренировочный процесс, я, конечно же, ее рекомендую к покупке. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Спасибо вам за просмотр. Если не сложно, поделитесь этим видео в социальных сетях. Мне это очень хорошо поможет в продвижении информации, несущейся в этом видео. Также, если вы с чем-то не согласны, оставляйте свое мнение в комментариях. Подписывайтесь. Думаю, выпускать ролики намного чаще и интереснее. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.